Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Чьи ножки на вашем порожке? Какая женщина спешит в вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. И снова наш император. Ну, вы такие все у меня императоры прям. Смотрите, проигрывается ситуация, когда... Вот знаете, у меня почему-то пришло такое выражение, вот состояние раненого зверя. Вот как раненый зверь, вам настолько вот больно, обидно и плохо. Причем плохо из-за потери вашей второй половины. Это развод, разрыв, да, понятно. Кто-то в отношениях был, кто-то в гражданском браке, кто-то в законном браке. Состояние вот такого вот противоборства, кардинальные перемены в вашей жизни, причем эти перемены вам очень тяжело даются. Опять же, помним, что это общий расклад. Кто-то находится сейчас в этом состоянии, кто-то вот недавно еще его пережил, но отголоски все равно по-любому есть у всех. Простите. Такая вот ситуация, знаете, ну, неприятная, это очень и очень мягко я сказала. Настолько вот вам истрепали нервы после вот этих вот расставаний ваших, ну, я бы сказала, что нервная система у вас просто находится на ноле. Это могут проигрываться и обострение каких-то болезней, это и плохой сон, это вообще апатия к жизни может проигрываться. Это такое состояние, когда вообще ничего не хочется. Вот не хочется никуда идти, да, в гости зовут. Могут друзья-приятели, допустим, звать вас просто отдохнуть, где-то посидеть. Не очень-то и хочется, вот честно. Ну, не очень хочется. Вам сейчас вот даже комфортнее как-то побыть одному, наедине с самим собой, со своими мыслями. Вы еще такой любитель повспоминать прошлое, да, вот поанализировать. Вы довольно часто вот логически мыслите, обдумываете, а вот если бы я вот сделал так, может быть, было бы иначе. Если бы я вот это сделал, было бы вот так вот. Ну, то есть вы всячески любите вот именно на уровне мыслей повспоминать, ну, помусолить вот эту ситуацию, которая, в принципе, я вам скажу, она, да, она вам боль принесла, но вы со временем вы увидите, что вы в плюсе остались. Сейчас мы будем смотреть дальше, но однозначно это будет плюс. Казалось бы, нонсенс, да, потерял любимую женщину, расстался, но вы будете в плюсе, это однозначно. Итак, смотрим, что еще в вашей жизни происходит. Коротко посмотрим. Знаете, вот у вас как будто обострение еще пошло, обострение каких-то ваших, ну, может быть, негативных черт характера. Это стало причиной, как раз причинно-следственные связи, вот именно связанные с расставанием. У кого-то это проигрывается, вы стали, может быть, более вспыльчивы, у кого-то вот какие-то импульсивные поступки. Ну, то есть появились, вот я думаю, вы даже сами заметили, либо же люди вам говорили, что вот ты какой-то другой стал, да? Раньше вы были помягче, раньше вы не были, ну, таким вспыльчивым, что ли. Но, в принципе, опять же, это идут отголоски именно от вашего развода. Отголоски вашей испорченной нервной системы. Это отголоски того, что вы имеете сейчас. Но, опять же, вот этот ваш период, он ненадолго, поэтому немножечко выше нос, настрой на позитив, у вас вот по солнцу, то, что я вижу, у вас идут перемены, но перемены в лучшую сторону. Поэтому вот этот период гореваний и страданий, он совсем скоро у вас пройдет. Еще какой-то период, да, он небольшой будет, но он пройдет. Личной жизни, конечно же, я сейчас вообще не вижу на данный момент. Девочек, однодневочек для развлечения я абсолютно не беру во внимание.
кто смотрит мой канал, это знает. То есть мы делаем акцент именно на серьезные отношения. Поэтому смотрим. Сейчас нет женщины. Что будет дальше у вас происходить в личной жизни? Держим кулачки, ребята. Так, что же будет у вас происходить? А вы еще и кулинар, кстати, я смотрю. У вас еще и такие способности кулинарные. Вы еще фору дадите любой женщине в своих талантах кулинарных. Напишите, кстати, в комментариях. Итак, смотрите. Во-первых, вы очень сильно боитесь, что в вашей жизни появится женщина, которая будет вами манипулировать. Вот есть такой страх. Плюс, несмотря на то, что вам больно и обидно, вот еще есть такой момент, опять же, у некоторых, да, поскольку общий расклад, что все-таки какая-то доля процента, вот есть надежда на возвращение к бывшей. Есть еще какая-то, пусть маленькая, пусть мизерная, но надежда на воссоединение. Ну вот не можете вы еще ее выкинуть. Как вы ни стараетесь, вы можете уходить в какие-то свои, я не знаю, там в дела. Вы можете уходить, кто-то в хобби, там, я не знаю, охота, рыбалка, в работу кто-то уходит. Но вам плохо удается все равно вот вычеркнуть полностью вашу бывшую из вашего сердца. Но опять же, в вашей жизни появится все равно другая женщина. Она появится, но вы, вот понимаете, вы как будто ставите такой энергоблок перед собой, как будто вот какой-то психологический барьер перед женщинами. Это может быть и страх, это могут быть комплексы. Страх именно, вот я уже сказала, что страх перед манипуляциями женскими, страх перед предательством, там, изменами и так далее. Ну, то есть вы так очень и очень пока к новым отношениям настороженно относитесь. Так, что же дальше? Хотя в вашей жизни однозначно у вас появится вот новая женщина. Я уже вижу, что это будет совершенно новая, незнакомая женщина. Что за женщина будет? Очень такая активистка. Эта женщина будет такая вот и романтического склада. Моложе вас. Женщина такая вот, ну непоседа страшная, такая вот огненная вся. Она не может сидеть на месте. Конечно, понятно, что молодая кровь кипит, бурлит, но она настолько активная. Она может делать, такие женщины могут делать 10 дел одновременно. Очень такая она и любвеобильная, она и мечтательная, она и ранимая. Но вот то, что она активистка, причем даже может проигрываться, что она в каком-то роде экстремалка. Вот есть такая черта, что она вот, может что-то такое чудить, творить, я не знаю, чуть ли не на мотоцикле, может быть, она гоняет. Но это я так утрирую, конечно. У каждого свои тараканы, хотелки и все вот эти адреналиновые дела. Но она такая очень и очень активная. Так, что же это за дама? Смотрите, вы будете вот какой-то период, вы познакомитесь с ней и будете присматриваться. Да, вы будете общаться с ней, но какой-то период будете, так вот, как я сказала, довольно настороженно относиться. Вот эти ваши, грубо говоря, тараканы, как вы себя накручиваете, да? Ваше недоверие, оно будет еще какой-то период действовать. То есть, да, вы будете в отношениях, но сразу будете очень осторожничать. Но поверьте, эта женщина найдет ключик к вашему сердцу. Она сможет вас укротить, причем она укротит вас так, что вы будете у нее ручной просто. Она влюбит вас до такой степени, что уже вы начнете за ней бегать, обивать пороги и завоевывать ее еще с большей силой. Не она вас будет завоевывать, она вот настолько по-женски мудро это так все обставит, что вот реально вот вы со временем, вы влюбитесь в нее.
Но смотрите, вот вы с ней будете две сильные личности. Плюс у нас взаимная любовь выпала. Это даже без разговоров. Там взаимная любовь однозначная у вас падает. Смотрите, еще какой момент. Вы две сильные личности, да, вот, то есть и у вас, в принципе, есть свой характер. И она, несмотря на то, что она белая пушистая, она все равно иногда может показать зубки. Поэтому вы иногда будете вот, ну не то чтобы там прям скандалить, ругаться. Это будут какие-то вот, знаете, вот, ну, споры, кто прав, кто виноват. Это могут быть какие-то дискуссии по какому-то вопросу, потому что вот вы два лидера. Вот она, да, белая пушистая, но все равно она такая вот, ну, боец. Вы как два лидера будете в отношениях, и вот по этому поводу могут быть терки, конечно. Причем, вот я вам скажу, вы будете под нее подстраиваться. Понятно, что не сразу, как я говорила, сразу вы будете присматриваться, осторожничать. Но вы вот настолько, вот когда влюбитесь в нее, когда она укротит вас, да, вот по-женски, по-мудрому, вы настолько в нее влюбитесь, что готовы будете, ну, просто звезду с неба сорвать. Вот человек, который, знаете, вот будет послан вам именно для того, чтобы вы поняли, вот, чтобы вы поняли себя, чтобы вы поняли свое предназначение вообще в жизни. Потому что у некоторых может проигрываться, что, ну, как будто вы вот в тупике сейчас находитесь, да, вот жизненный тупик. Вот сами себя потеряли, да, вот плохо, не знаю, как жить дальше, куда идти, куда бежать, что делать. Именно эта женщина, вот она вас, во-первых, она вас многому научит. Вы переймете у нее некоторые черты характера, которые вам не присущи. У каждого, конечно же, это будут свои черты характера, да, потому что, ну, как бы это общий расклад, у всех одинаково не может быть. Но вот она именно, знаете, научит вас быть более и терпимее, несмотря на то, что она не поседа, но вот у нее есть такие вот, ну, по-женски мудрые какие-то черты. И терпению вас научит. Она научит вас быть более сдержанней, да, потому что вот эти ваши эмоции, которые, гнев даже, может быть, вспыльчивость у кого-то, которые после разрыва вашего, ну, обострились. Она вас немного как бы осадит, да, вот по-женски, мягко, но она осадит, и вы станете даже спокойнее рядом с ней. И вот настолько, вы знаете, вот такие типажи женщин мне очень импонируют. Есть такие вот мудрые, по-настоящему мудрые женщины, которые все острые углы в отношениях, какие-то конфликтные ситуации, которые могут назревать, они очень так мудро обходят. Что-то в шутку они могут перевести, что-то где-то сгладить, закрыть глаза, на что-то не обратить внимания, да. Если вот, допустим, одна женщина может из-за чепухи, да, скандал грандиозный устроить, то другие женщины, они будут по-женски мудры. Они не будут из-за чепухи, из-за мелочей устраивать какие-то разборки. Ну и, конечно же, плюс это очень сильно еще зависит от того, как женщина к вам относится. Это очень зависит от того, есть ли чувства в паре или нет. Потому что когда между людьми нет чувств, когда уходит любовь, то человек начинает просто-напросто раздражать. Вот, может быть, вы даже в своих отношениях заметили, кстати, напишите мне такой момент. Было ли у вас такое ощущение, что вот вы просто как будто своим присутствием вы бывшую раздражали? Она могла цепляться к вам по поводу, без повода. Она могла делать какие-то глупые замечания, да, вот, ну то, что, ну, выеденного яйца просто не стоит. Я думаю, что это очень показательно. Вот когда человек начинает раздражать, это считайте, что любовь ушла. Ну, потому что любимый человек, ну, никак не может раздражать. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь. Когда любишь человека, в каком бы состоянии ты ни был, плохо тебе, ты устал, ты заболел, да, ты всегда хочешь видеть любимого человека. Ты всегда хотя бы 5 минут своего времени, но ты уделишь, как бы ты занят не был.
Ты всегда будешь с радостью встречать человека, да. А когда происходит наоборот, когда человек, либо же ты раздражаешь свою половину, либо тебя раздражает половина, это очень хороший сигнал на то, что любовь ушла. Любви нет больше, понимаете? Поэтому это вам такой маленький совет на будущее, поскольку у вас, конечно же, будут и новые отношения у всех. Всегда обращайте внимание именно на поступки. Обращайте внимание не на то, что люди говорят, а то, что делают. Это касается абсолютно всех. Это касается не только отношений. Смотрите всегда на поступки. Если вы видите, что ну вот реально, да, человек к вам цепляется, ну пусть даже женщину мы берем во внимание, да, постоянные придирки, постоянные какие-то упреки, все не так, все не эдак. Но делайте выводы, ребят, делайте. Я думаю, вот навскидку, если вы сейчас все так поднапрягете память, я думаю, вы многие вспомните такие моменты из вашей совместной жизни, которые очень хорошо показывают, что вы уже как бы не входите в тот круг людей, которые называют любимые, да, то есть в круг любимых вашей бывшей. Вы просто стали удобным человеком, да, для нее. Вот удобным. Вы любили, вы кружили, вы давали, тем более, если вы финансы, подарки и так далее, вы обеспечивали. Это очень удобно. А любовь на самом деле, я думаю, там давно уже улетучилась. Поэтому, ну, иногда полезно сделать такую работу над ошибками, иногда полезно повспоминать просто для того, чтобы не повторять больше ошибок в следующих отношениях. Поэтому вот как-то так, ребят. У вас будет новая женщина, причем женщина потрясающая, с которой вы, да, поначалу вы будете осторожничать, но потом с ней будут настолько такие вот кипеть, бурлить страсти, такая будет безумнейшая взаимная любовь и потрясающее отношение вот между вами, когда вот искры любви летают. Это потрясающее состояние гармонии, это состояние, когда ну просто хочется вот реально на крыльях любви летать, чего я вам всем и желаю. Поэтому не расстраиваемся, ребята, выше нос, настроен на позитив и ждем вашу новую любовь. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!